Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, раз. Раз, два, три, Постоянное ощущение, что ты чужой, не свой, не тот, не такой, неправильный. Мы были таким не очень уместным в России театром. Нас сейчас, кажется, будут арестовывать. Сейчас рванет. Я была предельно уверена в том, что будет большая война. А мне в этой стране больше нечего сказать. Все уедут, я останусь одна. Что я буду здесь делать? Куда я пойду? Черт, 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 черт. Ну, в смысле, черт. Нужно уехать. Блин, нет, я никогда не смогу. Нет, пожалуйста, нет. Господи, что это? Куда я дальше поеду? Поеду ли? Или я вернусь? Я готова была просто начать эту жизнь сначала. Я обрела родину здесь. Я эмигрировала в театр. Ничего себе, я в Израиле. Свобода — это когда забываешь отчество у тирана. Но мне кажется, что мы можем жить в мире. Привет, облачные жители! Уже в 4-й раз на этом канале. Меня зовут Алина Грановская, я режиссер и автор документального сериала Cloud Russians, который вы смотрите прямо сейчас. Спасибо за то, что с нами. Спасибо за то, что ставите лайки и подписываетесь на этот канал. Каждый лайк и каждая подписка продвигает нас в трендах YouTube. Если вы еще не подписаны, обязательно сделайте это прямо сейчас. Всю весну и начало лета, пока вы наслаждались выходом первых лондонских серий Cloud Russians, я находилась в Израиле в исследовательском путешествии. Я искала невероятные истории переезда, релокации, миграции, репатриации, и, честно говоря, их было невероятное множество. Но одна из них поразила меня до глубины души. Никогда еще до этого момента я не встречала опыт иммиграции целой организации, компании людей, которые не связаны между собой родственными, семейными или любовными узами. Мне казалось, что это в принципе невозможно, но я ошибалась. История русскоязычного театра Фулькра почти полным составом, переехавшего из Санкт-Петербурга в Тель-Авив, поражает. Ребята не просто переехали в Израиль и устроили там свою личную и рабочую жизнь, они еще и расширились, они увеличили состав участников, актеров, технического персонала и теперь выступают на международных театральных фестивалях и ставят постановки на 6 языках. Я не хочу предвосхищать сюжет этого фильма, вы совсем скоро все увидите сами. Я хочу лишь напомнить вам о том, что Cloud Russians — это краудфандинговый проект. Мы существуем за счет пожертвований наших зрителей, за счет вас. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, если вы болеете за нас, если вы хотите, чтобы серии выходили в дальнейшем, пожалуйста, переходите по ссылке в описании к этому видео и отправляйте свои пожертвования из любой страны в любой валюте. Ну что ж, приятного вам просмотра! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Yeah, okay, so. We can make this one. Раз, два. Меня зовут Даша Шамина, мне скоро будет 33 года. Я родилась в Москве. Я идентифицирую себя по национальному признаку как еврейка. Это очень тяжелая для меня тема, потому что путь моей национальной идентификации, что такое быть еврейской девочкой в России, я понимала как бы на опыте, а не потому, что в семье как-то это вообще было проявлено, потому что это вообще как бы закрытая тема в моей семье. И так вышло, что ощущение себя чужой очень многим процессам, которые происходят, чужой авторитарным структурам,
ну, как бы я чувствовала себя почти всегда. Так вышло, что я училась, мое первое образование журналистика, я училась на журфаке МГУ, и это была колоссально либеральная структура, то есть очень либеральная, то есть это по сути своей место, где учили свободе. Сейчас это уже не так, несколько последних лет это не так, насколько я знаю, но это моя альма-матер, как бы благодаря которой я сумела вынести какие-то важнейшие ценности свободы. Потом, когда я попала в театральную структуру, которая в России предельно вертикализирована, и это стало моей как бы, ну, основной такой рабочей травмой, любое мое стремление к свободе воспринималось как бы как что-то чужое. И поэтому, может быть, вот это ощущение чуждости, оно было связано не только и не столько с национальными вещами, потому что я была далека от них до своего очень зрелого возраста. То есть там, в 25 лет мне стала ясна культура, мне стала понятна как бы национальная идентификация, но чувство чуждости, оно было всегда, и, в общем, потом какие-то вещи просто сошлись, а вот, оказывается, почему так вышло. И, в общем, я как бы в работе своей долго проходила и личный путь идентификации тем, которые мы поднимали, в том числе Второй мировой войны и так далее, и так далее. Вот, наверное, примерно так. То есть, скорее, ощущение чуждости, понимаешь, да? Как бы такое постоянное ощущение, что ты чужой, не свой, не тот, не такой, неправильный. Наверное, так. Я пошла учиться в театральный вуз, абсолютно этого не желая. То есть у меня не было таких планов. Я очень любила журналистику. То есть я, в общем, даже там, к своему там, 21 году сделала какую-то карьеру более-менее приличную. Я была редактором в очень хорошем издании и, в общем, много писала и была очень счастлива тому, что я делаю. Так вышло, что лет в 19 я переехала в Петербург, ну как, я стала жить на 2 города, потому что у меня случилась большая любовь. А, собственно, большая любовь моя был петербургский художник. И, в общем, конечно, петербургский художник никогда никуда из Петербурга не уедет, и я, в общем, поехала к нему. И там я оказалась в таком довольно интересном, связанном с искусством питерском круге. И одна из наших подруг с моим тогдашним спутником жизни, она очень хотела быть актрисой. Я периодически писала о театре, но как обозреватель, не как критик, у меня не было никаких скиллов критика, у меня не было театроведческого образования, обзора. Ну вот, и мы много говорили о театре, у меня была довольно высокая степень насмотренности, и она сказала: слушай, вот здесь сейчас в местной академии театрального искусства вскоре будет набор, пойдем, пожалуйста, со мной на день открытых дверей, посмотрим, кто набирает, и там, говорит, будет набирать Вениамин Михайлович Фельштинский. Это такое светило, величайший мастер, значит, великий педагог. Я сказала: да, конечно, пойдем, очень интересно. Но Вениамин Михайлович, будучи еще завкафедрой актерского мастерства, он объявил, что он будет набирать режиссерский курс. Мою подругу это, в общем, довольно сильно расстроило. Она сказала, что, ну, подойди, пожалуйста, с ним познакомься, ты же журналист, тебе же, в общем, это ничего не стоит. Я подошла познакомиться с Вениамином Михайловичем, представилась, кто я, что я. И он сказал: слушай, очень все интересно, приходи, пожалуйста, со мной поговорить. Дал телефон. Я взяла у него телефон, там, через пару дней ему позвонила, а он невероятно интересный человек, совершенно, ну, просто какой-то космической харизмы. Я к нему пришла, как будто бы это было что-то вроде интервью, но это было не интервью, а некая беседа. И к концу этой беседы Вениамин Михайлович рассказал мне, как происходит набор на режиссерский курс. И как-то мы так с ним решили, что я как бы приду. И меня вызвали. И я говорю: ну, я, собственно, не знаю, а чего вам рассказывать. Вот я Даша, я журналист, мне там 21 год был на тот момент. Что можешь почитать, спросили. У меня там огромная комиссия, люди какие-то. А я, в общем, не планирую даже как бы там задерживаться. Я ничего не учила, как бы ничего не готовила.
Говорю, слушайте, ну вот я помню, там, значит, что-то из Маяковского. Мы с ними поболтали, потом оказалось, что это любимый поэт Вениамина Михайловича. Потом, а что ты знаешь про Чехова, спросил меня Вениамин Михайлович. Я говорю, слушайте, ну я Чехова скорее идентифицирую, я все понимаю, как журналист. У него было огромное количество прекрасных очерков, и, ну, в целом журналистских материалов, по которым мы учились. Я рассказала ему про свой любимый очерк, который он не знал. А Вениамин Михайлович, величайший специалист по Чехову в России, его это совершенно потрясло. Ну и, в общем, мы как-то так очень тепло поболтали про культуру, про Маяковского, про Чехова. И он пропустил меня на первый тур. И на первый тур спустя месяц я пришла с макетом, я делала макет и экспликацию пьесы «Бег», подозревая, видимо, что нас всех ждет. Вот. Я помню, что Вениамину Михайловичу очень понравилось, и я поняла, что мы как-то говорим на одном языке. И после первого тура я уже взяла большой отпуск на работе, и второй и третий туры проходила уже как бы серьезно готовясь, и действительно очень всерьез подойдя к делу. И в результате он меня взял каким-то чудесным образом. И я начала учиться. Это был ужасный травматичный опыт, потому что я совершенно не понимала, как устроен театр. Я не понимала, что мне нужно делать, не понимала, как это все устроено. Ну и вот 12 лет я в целом занимаюсь только театром с разными перерывами, уходами в декрет, уходами с профессии, но в какой-то момент я поняла, что, видимо, моя жизнь связана именно с этим и никогда больше не будет связана ни с чем другим. Я училась много лет, больше, чем стоило бы, потому что на третьем курсе я ушла с курса, перевелась на другой, поучилась какое-то время на другом курсе у замечательных мастеров, у Анджея Бубиня, это прекрасный польский режиссер, у Юрия Михайловича Красовского, он педагог тоже в этой академии. Но потом я ушла в декрет. Я поняла, что, что как-то это, в общем, и неплохо, потому что мне нужна была пауза. Ушла в декрет. И вернулась из него, когда мои однокурсники окончили уже курс. Я успела за это время поработать немножко в разных театральных проектах Москвы. Не в качестве режиссера, а в качестве пиарщика, потому что у меня был маленький ребенок, и было много скиллов, связанных именно с пиаром, журналистикой и так далее. И я вернулась в 2016-м, когда Вениамин Михайлович набрал новый курс. Я поехала к Вениамину Михайловичу и сказала: слушайте, я хочу все-таки окончить свое режиссерское образование, потому что все равно жизнь моя, она связана с театром, а я чувствую, что мне недостаточно тех или иных навыков. Он говорит: ну прекрасно, приходи, я тут курс набрала актерский, они классные. Я пришла 1 сентября, увидела этот набранный курс и влюбилась. Просто навсегда. То есть большинство из людей в театре Фулкра, это, в общем, и есть этот курс. И я поняла, что я никуда от них не уйду. Я сказала Вениамину Михайловичу, что это какие-то потрясающие люди. Он сказал: ну давай, оставайся, будешь педагогом-ассистентом. Педагогом я быть не могу, потому что у меня не было образования достаточно, но быть я могу. Заодно и диплом защитим. И я провела с ними 4 года, все 4 года их обучения. Я ассистировала Вениамину Михайловичу на их первом курсовом спектакле по Чехову, который мы с ребятами принесли. А потом мы со 2-го курса их делали спектакль «Наш класс», который, собственно, во многом определил наше совместное будущее, будущее команды и мое личное также. Душу за душу! Война закончилась. Скажи, это правда, что они в горящем огне То есть получается, что от момента моего поступления на режиссерский курс до момента защиты диплома прошло около 10 лет. Государственная машина российского театра пугала меня просто совершенно чудовищным образом. Всегда. И в результате у меня даже не было никогда ни единой мысли, чтобы пойти и работать в государственном театре. Потому что эта структура, по-моему, довольно сильно, во-первых, себя дискредитировала уже тогда. И та степень свободы, которая была мне привита
родителями МГУ, она совершенно не вязалась с этой вертикалью как бы выстроенности любого на самом деле государственного театра в России. И у меня как бы было много мыслей. Это не то, что вот я решила и основала театр, это было не так. У меня были планы поехать работать в Польшу после того, как мы с ребятами выпустимся. И у всех были, на самом деле, очень разные планы, в подавляющем большинстве не связанные с гостеатром, но потому что, видимо, там как бы ценности поколения, которыми являются ребята, которые, ну, несколько младше меня, да, и мои собственные ценности совершенно не вязались вот с этой авторитарной структурой. Но мы как бы не планировали основывать свой театр. Так случилось, что просто случилась пандемия, и зарубежные планы, зарубежные контракты, какие-то еще такие истории, они как бы оказались невозможны. В то же время я родила второго ребенка, и вообще как бы куда-то уезжать было бы не очень понятно как. Так вышло, что мы нашли чудесным образом, действительно, это нам очень повезло, мы нашли очень интересного партнера, очень интересное пространство. Это завод «Степан Разин» в Петербурге, совершенно удивительный культурный кластер. И никто никуда не уехал, и никто не хотел идти работать в репертуарный театр. И мы поняли, что мы на примере вот нашей маленькой компании из 14 человек можем попробовать создать структуру горизонтальную, ту самую, как бы, которой на тот момент мы не видели в России, но вот мы попробуем сделать это сами. Маленький такой как бы город-сад, вот как бы вот из нас, и посмотрим, что из этого получится. Ну и, в общем, так и появился театр «Фулкрут». У нас была прекрасная ситуация, потому что нам был обещан меценат. Вот, мы познакомились с одним человеком, который проявил интерес как бы к нашему проекту. Совершенно независимый человек, у которого был частный бизнес в России. Но мы уже запустили процесс открытия, запуск новых спектаклей. И, ну, в общем, человек сказал, что он не может в этом участвовать. Но уже процесс шел. И дальше началась очень интересная история, когда я искала любые деньги, которые я могла найти у семьи, как бы у чего угодно. И мой партнер Сережа Горошко просто стал ходить по всем своим знакомым, собирать долги. Вот, то есть в сущности так получилось, что даже те минимальные деньги, на которые мы делали спектакли, это совершенно как бы небольшие суммы. Мы просто взяли в долг на достаточно большой срок. То есть мы договорились, что эти деньги мы вернем в течение года. Мы, в общем, были уверены в том, что мы сможем себе это позволить. Ну и таким образом мы открыли театр. Потом начался очень тяжелый период, когда началась следующая волна ковида, все закрыли, мы не могли работать, мы не очень понимали, что делать. Но затем мы встретили партнера, который нам очень помогал. Это Российский еврейский конгресс в Петербурге. Это был наш единственный денежный донор, помимо денег с билетов. Вот, они помогли нам выпустить спектакль «Наш класс», стали его спонсорами, и это стало как бы таким вторым открытием нашего театра, благодаря которому мы закрыли все долги и вышли на полную самоокупаемость. А дальше мы существовали также исключительно на те деньги, которые мы зарабатывали, и затем через год еще публичную программу нам также проспонсировал Еврейский конгресс. Я не советую, я всегда об этом говорю, я радикально не советую никому этим заниматься, потому что нам, опять же, везло на многих этапах. Собственно, мой партнер стал кинозвездой в России. Вот. В связи с этим он привел огромную аудиторию, которая стала лояльной аудиторией нашего театра, молодую, классную, включенную. И, ну, в общем, это позволило нам дальше чувствовать себя максимально свободно. Но таких чудес в целом не бывает. То есть это как бы лучше так не делать никогда. Прозвучал приговор трибуналов. Как и все вокруг, у кого кое-что есть на плечах, воспринимают меня как вещь. Шалом же, Россия! Царицы, разбойники, тройки, как пиджак наизнанку выверни ржавые дали. Гляди, утопили щенят на шикарной помойке, нас слезы не душат, и нас с тобой завтра не станет. Приют иммигрантов, свободный Париж. А чем так все восхищаются? Ах, как смело! А что смелого? У нас в стране демократия.
У нас все можно, у нас все можно, вопрос в другом. Пройдет время, и мы все с вами заживем. И заживем хорошо и счастливо. А мне в этой стране больше нечего сказать. Так вышло, что мы были таким не очень уместным в России театром с самого момента открытия. Моя любимая история, которую мне рассказывали в России, потому что она была, ну, как бы... мы не могли об этом говорить открыто по ряду причин, для того, чтобы наша деятельность сразу не была остановлена. Но когда мы открывали театр, мы открывали его 3 проектами. Сайт-специфик спектаклем, который состоял из 4 частей, и 2 кабаре. И, собственно, в ряде сайт-специфик спектаклей был один спектакль, в котором на плакатах были написаны цитаты Бродского «Свобода – это когда забываешь отчество у тирана». И мы сыграли его буквально пару раз, и вот раз на 3-й, насколько я помню. Я была в этот момент на другом маршруте, мне звонит наш продюсер и говорит: Даша, сюда приехала полиция, ну, типа, нас сейчас, кажется, будут арестовывать. Я очень быстро доехала как бы до места спектакля, на этот момент арестовали нашего администратора. Я сказала: ребят, я как бы, ну, я ответственное лицо, это просто нанятый сотрудник, администратор, отпустите. Администратор быстро увел группу зрителей, совсем небольшую, это всего 10 человек. И сначала нам начали говорить, вот это, в общем, полицейские, какие-то такие довольно молодые люди, про то, что вот так и так вы нарушаете ковидные нормы. Я говорю: мы ничего не нарушаем, у нас 10 человек, как бы мы имеем право проводить уличные мероприятия, для 10 человек никаких вопросов как бы нет. Это частное мероприятие, ну, в общем, отвалите. Они говорят: нет, это так не работает. Ну, в общем, со мной долго-долго разговаривали, но потом они поняли, что я, в общем, какой-то довольно симпатичный человек. Ну, и я смогла сделать один волшебный звонок как бы правильному человеку, который поговорил с лейтенантиком и сказал: лейтенантик, пожалуйста, отпусти как бы девочку, ничего плохого она не делает. Вот. И, в общем, молодой лейтенант сказал: да, все нормально, вы как бы свободны. Ну, в общем, да, произошло такое вот недопонимание. Я говорю: ну, окей, как бы бывает. Ну вот я уже собираюсь уходить. И лейтенантик говорит мне, ему кто-то позвонил, он говорит: нет, слушай, прости, пожалуйста, ты не можешь уйти. Я говорю: почему? Он говорит: сейчас звонил Центре, и они едут сюда, потому что у них есть ориентировка на вас. Им необходимо с тобой поговорить и, видимо, выписать протокол. Я говорю: Центре, серьезно? Ну, в смысле, серьезно? То есть, как бы, мы даже не существующая структура, как бы, какой Центре? Он говорит: да, и, к сожалению, ты не можешь, ну, как бы, ты не можешь сейчас уйти, я не могу тебя отпустить. Я говорю: ну, ладно, пусть едет, раз так. Звоню, говорю как бы человеку, который велел лейтенантику меня отпустить, говорю: так и так, приедет Центре. Он такой: ну, ладно, приедет, я с ним тоже поговорю, все хорошо. Приезжает Центре, 2 очень фактурных человека, как бы один очень высокий и худой, другой маленький и полный, то есть просто совершенно как бы какая-то зощенковская история, и налетают на меня, ну то есть как бы просто вот буквально разве что не с кулаками, и я такая: не-не-не, ну как бы, ребят, все, ну в смысле все нормально, я не буду, да еще говорит 51-ю статью Конституции, вспомни, я говорю: я вообще, знаете, Конституцию не читала, как бы вы простите меня, вы мне сами расскажете. Я говорю: что надо-то от меня? И лейтенант, который уже встал на мою сторону, говорит: она хорошая, она нормальная, это все как бы непонимание. Отвел их в сторону, видимо, рассказал про звонок. Они подходят ко мне уже с более таким как бы деликатным: ну, слушайте, у нас дело в том, что распоряжение от генерала для того, чтобы вас допросить и сделать, собственно говоря, протокол. Нам надо поехать в участок. Я говорю: ну, поехали в участок. Параллельно пишу смс-ки как бы своим коллегам. Говорю: ребят, ну так вышло, что как бы, ну вот меня забрали, сейчас еду в участок, но все будет хорошо. А вечером у нас премьера кабаре «Шутка» по песням ГУЛАГа. Как бы я, ну, думаю, ладно, прогон идет без меня, я думаю, ну ладно, у меня самостоятельная команда, они как бы прекрасно сами со всем справляются. Меня привозят в участок, начинают меня опрашивать. Но там, на самом деле, были, ну, как бы довольно стандартные, как я понимаю, вопросы: что за театр, чем вы занимаетесь, какие у вас основания этим заниматься. И, в общем, на все эти вопросы отвечаю. Они спрашивают соцсети, я показываю им соцсети, сайт, они что-то читают, ничего не понимают, что там написано, конечно. Ну и как бы дальше я понимаю, что они выносят протокол. А я понимаю, что нельзя как бы, ну, типа, вот, ну, нельзя связываться с протоколом. Я говорю: простите, я точно знаю, что у меня есть право на звонок, я бы хотела его сейчас совершить. Ну, как бы это важно. Звоню. Значит, другу семьи говорю: так и так, ну, как бы, пожалуйста, ну,
Он говорит, ну дай мне, попробуй дать им трубку, они наверняка возьмут. Я говорю, слушайте, пожалуйста, поговорите, ну как бы это приятный человек, вы, может быть, даже его знаете, ну, в общем, как-то поговорите с ним. Они с ним разговаривают, и они говорят, да, она действительно какая-то приятная девушка, как бы, ну, то есть все, в общем, как-то нормально, но мы сейчас попробуем согласовать с генералом, чтобы как бы не было протокола. Дальше они кладут трубку, звонят генералу, генерал орет что-то совершенно страшное, как бы. В итоге они кладут трубку, говорят, ну ладно, мы не будем подписывать протокол, но ты как бы не удивляйся, если к тебе, ну вот мы знаем, где ты живешь, если к тебе, ну, еще кто-то придет. И как бы вы уже на карандаше, ты должна это понимать. Я говорю, ну, типа, а что я могу сделать? И, в общем, один, значит, тот, который высокий, уходит, уносит протокол, со мной остается, значит, вот другой. Говорит, слушай, на вас, говорит, понимаешь, очень много доносов написали. Я говорю, серьезно? Он говорит, угу. Я говорю, удивительно. Такой, ну ладно. И вас просто заподозрили в несогласованной политической акции. Я говорю, ну окей. Он говорит, театр, да? Я говорю, театр. Говорит, знаешь, а я в юности хотела быть актером. И это просто какой-то, ну просто театр абсурда абсолютно. Он говорит, да, серьезно, а чё ж, говорю, не стали-то? Говорит, да платят мало. Я говорю, да, это правда, в театре совершенно нет денег. Он говорит, ну да, в общем, мечта не сбылась. Я говорю, а вам нормально платят? Он говорит, мне хорошо. Меня отпустили, но как бы дальше по скриптам. Пока я стою, жду такси, а там ехать совсем недолго, там, ну как бы в квартале наш театр от этого участка. Выезжает вот этот лейтенантик на автомобиле, ну как бы полицейском, и говорит, тебе далеко? Я говорю, нет. Он говорит, тебя подвезти? Я говорю, да, ну, а почему, собственно, нет? Вот, значит, сажусь к нему в машину, и он дальше начинает исповедь про то, что вот я как бы сын генерала, я всегда мечтал защищать граждан, а я сижу в этом участке, как бы и разгребаю доносы, ты не представляешь, сколько их приходит, вот на вас, типа, пришло больше 20, мы должны были отработать это, ты прости, пожалуйста, что так вышло, это вообще не работа моей мечты, потому что это все какая-то грязь и ужас. Я еду с такими глазами, говорю, слушай, ну я ужасно тебя сочувствую, приходи к нам на спектакль, говорю я ему. Я подъезжаю к театру на машине, а там куча людей, как бы переполох, все ужасно переживают, как бы. И наш продюсер Соня, как бы, видит, что в полицейской машине я, и она такая, типа, чего? Я говорю, нормально, все окей. Вот, мы договариваем, в общем, с этим молодым человеком, я выхожу, ну и вот так закончилась эта история. Потом ко мне никто не приходил, но к нам захаживал Следственный комитет периодически, то есть так, в гости. Одна из сотрудниц его даже стала нашей поклонницей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня давно были мысли о переезде. Еще когда я учился в театральной академии, я думал о том, что вот закончится обучение, и я обязательно уеду. Уеду в Польшу, потому что еще во время обучения я влюбился в театр Польши и чувствовал то, что мое место, оно где-то там. Просто очень долго чувствовал себя, как вот пазлы раскидывают, собирают полную картинку, а ты лишний пазл. И вот я очень долго ощущал себя как лишний пазл в картине того, что я видел. И когда мы выпустились в 2020 году, и мы выпустились в начало ковида. Ковид, все границы закрыты, все театры закрыты. И я помню, как мы созвонились с Дашей, созвонились с ребятками с курса. А давайте откроем свой театр и будем жить. Все 2 года, которые мы существовали в Питере, рамки все сужались. Там закрыли кого-то, там закрыли организацию, то. Начали к нам на спектакли присылать людей, проверять на цензуру. И вот этот
голос, который все 4 года обучения кричал мне о том, что нужно уехать, и который немного притих, как только мы открыли Фулкра, он начал все громче и громче кричать в моей голове, и началась война. Я решила эмигрировать, потому что началась война. Я думала про эмиграцию, может быть, не в полном объеме, но я, в общем, рассчитывала работать где-то за пределами России. Мне очень хотелось поработать в Польше, я очень люблю польские театры, у нас были большие культурные связи с ними. Но про эмиграцию раз и навсегда, как бы никто из моей семьи не мог на это решиться годами. То есть все время были про это разговоры, но как бы никто не мог решиться. Когда был декабрь 2021 года, и уже как бы краски сгущались просто совершенно каким-то невероятным образом, я была предельно уверена в том, что будет большая война. И мы перед одним из спектаклей «Шутка», вот по песням ГУЛАГа, у нас было общее собрание с ребятами, и мы очень долго говорили про то, что рано или поздно наша жизнь в России закончится. И что, вероятнее всего, нам будет необходимо уехать. Потому что краски сгущаются, и как бы по-любому мы не сможем себе позволить такие развлечения, как бы, которые у нас были всегда. И нас тогда предварительно приглашали на фестиваль во Францию, и мы думали, что мы летом съездим во Францию, выстроим еще какие-то международные связи для того, чтобы понять, а что нам делать, как бы ехать, не ехать. То есть как бы мы что-то очень сильно предчувствовали еще в 2021 году. Когда 22 февраля Путин признал ЛНР, ДНР, мы играли спектакли 23 и 24, как раз вот тоже «Шутку», кабаре по песням ГУЛАГа. И мы прям в телеграм-канале ввели там чуть ли не прямую как бы трансляцию про то, что черт, ну в смысле, ну как бы черт, как бы что делать. И 23 февраля «Шутка» — это был наш такой праздничный спектакль, как ни странно. И вот мы его играли 23 февраля, и мы его изначально делали таким пацифистским спектаклем. И здесь он стал совсем как бы не просто пацифистским, а антивоенным. Мы играли его в футболках в войне. Мы как бы, это был какой-то невероятный опыт, потому что в зале было больше 200 человек, которые очень все поддерживали, но двое взрослых мужчин, случайно, очевидно, зашедших на этот спектакль, видимо, их кто-то привел, ушли с криками «За Донбасс». Вот. Это нас шокировало, но в целом ощущение этой ночи 23 февраля было, что, как бы, если вот столько людей, если как бы мы вместе, если мы понимаем, о чем мы говорим, то все возможно. В смысле, возможно, что есть какое-то будущее. Это был какой-то ужасно духоподъемный вечер. 24 февраля ночью, с 23 на 24 февраля, я приехала домой там в районе 2 часов ночи, после того, как мы все как бы обсуждали, разбирали, и проснулась в районе 5 утра от трещания новостных каналов. И позвонила своим и сказала: ребят, пора вставать, война началась. Мне сказали, что сумасшедшая, в смысле, это как бы ты опять со своими какими-то больными фантазиями, потому что я много про это говорила. Потом, как бы, все тоже открыли новостные каналы. И мы созвонились и поняли, что надо уезжать, вся наша семья. Что вот прямо сейчас надо собирать чемоданы и ехать. У нашего сына не было загранпаспорта, потому что он родился в расцвет ковида, никто никуда не планировал ехать, и мы как бы, в общем, как-то не сделали ему паспорт. И мы просто сразу же начали как бы делать документы очень срочно, очень бегом, как бы настолько, насколько возможно. 24 февраля мы должны были тоже играть «Шутку», а это очень смешное, очень сатирическое кабаре. Мы поняли, что мы не можем. Мы собрались, сходили на митинги, вернулись с митингов и просто несколько часов читали пьесу «Наш класс».
сидели и читали. Мы сделали режим открытых дверей, люди приходили, уходили. Это был какой-то очень важный вечер, и мы совместно приняли решение, что мы останавливаем весь репертуар, потому что ничего, что было до, невозможно в той реальности, в которой мы живем сейчас. В 10-х числах марта улетел наш первый продюсер, 16 марта улетел наш актер, 22 марта улетели мы с семьей. У нас были собраны все еврейские документы, которые необходимы для репатриации. Они были собраны уже пару лет. Мы не предполагали срочную иммиграцию, но на всякий случай пакет был весь собран. С деньгами у нас была небольшая денежная подушка, порядка $10 000, но у нас семья с 2 детьми, то есть это совсем небольшие деньги. И мы, когда мы планировали отъезд, пока мы делали паспорт младшему сыну, мы думали, что тогда еще не был запущен процесс экстренной репатриации, который очень нас спас. И мы думали, что мы сначала поедем в Стамбул, подадим документы, там обоснуемся, слетаем в Тель-Авив, подадим документы в Натив. Очереди в Натив без экстренной репатриации — это там много месяцев. Мы бы не протянули столько месяцев в Израиле без возможности работать и с такой дорогой жизнью. И мы думали пожить какое-то время в Стамбуле, пока нам не назначат очередь в Натив. У нас были агенты, которые нас сопровождали. И числа 14 марта нам позвонил наш агент и сказал, что кажется, есть такая штука, я еще сам не понимаю, как это называется, но если у вас есть возможность, садитесь в самолет и летите сразу в Тель-Авив, не нужно больше ничего. И мы долго говорили об этом, потому что это страшно лететь в никуда с семьей. Нас отговаривали сотрудники Сахнута, с которыми мы уже тогда разговаривали, потому что они сами еще не понимали, может быть, это только для Украины, а для России невозможно. В общем, было совершенно неясно, но мы решили и прилетели. И 22 марта поздно вечером самолет сел в аэропорту Бен-Гурион. Нас встретили, сотрудники Натива. Мы прошли предварительную консульскую проверку, нас передали военным, они отвезли нас в репатрианский отель. 27 марта, спустя 5 дней, мы стали гражданами. Когда началась война, я была первым человеком, который встал и сказал, я никуда вообще не сдвинусь с места из этой страны, здесь живет моя семья, у меня младший брат, за которого я жутко, естественно, переживала, и я не мыслила своей жизни где-то в другой стране. Мы переехали парой, мы сначала уехали в Турцию, проболтались там полгода, но поскольку моя жизнь неразрывно связана с театром, с Фулкра, то я не представляла себе тоже а что я здесь буду делать? Все уедут, я останусь одна. Что я буду здесь делать? Куда я пойду? В любой государственный театр это будто бы тоже была невозможная ситуация, особенно учитывая все, что я видела вокруг. Я физически не могла это пережить. И я, наверное, улетела только благодаря Саше, моему партнеру, коллеге, другу. И Израиль возник благодаря театру. То есть я эмигрировала не в Израиль, я эмигрировала в театр. И если когда-нибудь театр примет такое решение, и мы переедем куда-то в другую страну, то это тоже возможно. Нас просят остановить репетицию. Мы пройдем этот кончик после того, как там закончится шоу. И что ж, пройдем цветы тогда в качестве чека. Когда мы прилетели в Израиль, мне кажется, что я понимала про эту страну достаточно. В смысле, у меня не было каких-то иллюзий, которые были свойственны советской алие 90-х. Я понимала, что это ближневосточная страна с очень специфическим менталитетом, с очень специфическим устройством жизни, хорошей медициной и железным куполом. Я
всегда все равно как бы находилась в каких-то очень теплых отношениях. У меня было очень теплое отношение к Израилю. И мне кажется, что отсутствие иллюзий по этому поводу, то есть я как бы ехала не в Соединенные Штаты Америки, я ехала как бы на Ближний Восток и совершенным пониманием того, что меня может здесь ожидать. Я, ну, как бы понимала это и так, и, в общем, готовилась на протяжении этого месяца. Иврит я не знала. Я неплохо говорю по-английски, и поэтому у меня как бы ни разу не возникало проблем языкового барьера здесь. И, в общем, это было не страшно, потому что когда ты знаешь английский, в целом ты как бы можешь, ну, ты можешь здесь общаться достаточно свободно. Затем мы начали ходить в Ульпан, я окончила алиф, я могу как бы купить овощи на рынке, ну и плюс иврит классный. Это, правда, очень красивый язык, абсолютно бесполезен за пределами Израиля, как бы, но я, правда, люблю этот язык, мне нравится на нем говорить, криво, с акцентом, как бы еще что-то. Я получаю большое удовольствие, если я могу что-то сказать или если я понимаю то, что мне говорят. Это другая страна, совершенно другой язык. Моя профессия — это в очень большом смысле язык, на котором ты говоришь с людьми. Первое, что было, это когда вообще только мысль эта появилась у меня, я поняла, что я могу сюда приехать. Я открыла видеоурок на Ютубе с алфавитом, очень долго его смотрела, впала в панику. У меня сразу была реакция: блин, нет, я никогда не смогу, нет, пожалуйста, нет, господи, что это? Ну, потихонечку, как говорят в Израиле, лиат-лиат, это понемножку. Ты вливаешься во все это. Теми самыми цветами, ради которых мы этот спектакль сочиняли. Поэтому, да, раз, два, три, ебани, поехали! Когда я приехала, у меня было ощущение, что я больше не буду заниматься театром. То есть мне казалось, что никакая прошлая жизнь, никакие прошлые дела больше невозможны, и я, не знаю, буду мыть посуду или делать как бы какие-нибудь другие странные вещи здесь. И я готова была просто начать эту жизнь сначала ради семьи, ради детей. Готова была помогать. Часто, да, говорят, что иммиграция — маленькая смерть, что это снижение уровня жизни, еще что-то. Я не помню, чтобы мне было страшно, когда я уезжала. Я не помню, чтобы у меня возникали мысли о том, что вот у меня была одна жизнь, теперь она будет совершенно другая, что все меняется. Вообще всегда все складывалось таким образом, что я оказывалась в театре. Даже когда я не контролировала этот процесс, это все равно случалось так, и точно так же это происходит и сейчас. И все, что касается там языка, еще каких-то опасений, действительно, ты не понимаешь, какая культура, ты не понимаешь, какая жизнь, как бы о чем люди думают. Это то, чем мы сейчас как команда очень много занимаемся. Это мы пытаемся вот вникнуть как бы телом, всем собой в эту жизнь, потому что жизнь в России мы чувствовали, мы всегда там жили, мы как бы были на одной волне с происходящим, и на этом базировались очень многие темы, о которых мы говорили. Собственно, все, о чем мы говорили, это вот про сейчас, про нас здесь, про людей вокруг нас. А тут ты приезжаешь, как бы все другое, вообще совершенно. Вот выходишь из аэропорта, и первое — это другой совершенно мир. Мы очень много находились в контакте с ребятами, которые тоже пытались уехать в разные страны, в Израиль в том числе. Мы искали вместе документы, консультантов. Ну, то есть как бы это был такой совместный, очень важный процесс. Но мы попали в программу «Первый дом на родине», мы уехали в кибуц Ревивим, это такое важнейшее место в истории Израиля, кибуц, который существует с 1943 года, там долгие годы он был самой южной точкой Израиля, это вот в пустыне, как бы пустыня, и больше ничего там нет вокруг. И когда я туда приехала, я вернулась в активную психотерапию, потому что для меня было понятно, что я совершенно не вывожу сама, потому что я прервала как бы любую терапию на момент отъезда, ну и до этого я как бы так была неактивна в этом. Я вернулась в активность, потому что я поняла, что я совершенно не вывожу, я могу только лежать и иногда ходить на уроки иврита. Летом, где-то, наверное, в конце весны, начале лета, ребята, которые были в Петербурге, кто еще не уехал, сказали, что они хотят как-то высказаться.
они не хотят ставить под угрозу собственной жизни и свободу и жизни своих коллег, но они хотят высказаться. И мы придумали некую форму, в которой те, кто может понять, поймут, а остальные просто, послушают красивую музыку. У нас случилась серия перформансов, которая называлась «Что происходит в Петербурге?». Я курировала их отсюда. И это, вдруг стало какой-то очень смыслообразующей точкой. Бросок святой, ты его, моляся Богу, ставь перед собой. Да готовить бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, маюшки мою. После этого мы затеяли большой цифровой проект, который назвали «Я здесь». Это популярное у нас в Израиле название стало после того, как мы сделали этот проект. Где все участники театра, находящиеся в разных точках мира в этот момент, публично в цифровом пространстве рефлексировали то, что с ними происходит. Этот проект оказался не безупречным, то есть мы там совершили много ошибок, это было наше первое такое цифровое тотальное присутствие, он длился месяц, но тем не менее дал нам очень много сил, и мы решили завершить его очно, сделав читку антивоенных пьес из списка Любимовки в Тель-Авиве, в Измире в Турции и в Петербурге для закрытого сообщества, потому что, конечно, мы не могли этого делать открыто, это совершенно было невозможно. И он состоялся, этот проект. Собственно, из него, из этой читки вырос наш спектакль «Гибнет хор». Ну и дальше, как водится, стало понятно, что мы уже что-то делаем, и это невозможно не делать. И к сентябрю здесь собралась фактически вся команда, за исключением пары человек. Еще просил казак правды для народа. Будет правда на земле, будет и свобода. Безусловно, мы не все евреи. У 70% нашего театра были еврейские корни или партнеры с правом на репатриацию, что позволяло им также репатриироваться. У 30% не было ни того, ни другого. И, собственно, для них сейчас здесь из первоначальной команды Фулкра присутствует 15 человек. Театр в израильской версии — это примерно 35 человек, то есть остальные люди — это те, кто присоединился к нам здесь. Это артисты, музыканты, звукорежиссеры, огромное количество классных, потрясающих специалистов. Но те, кто приехал из Петербурга, как первоначальный Фулкр, это 15 человек. И для 5 из них нам было необходимо сделать рабочие визы. Это невероятно трудный процесс в Израиле, просто бесконечно сложный. И для того, чтобы это было возможно, мы создали Амуту. Это что-то вроде некоммерческого товарищества, которое имеет право претендовать на выдачу рабочих виз при одобрении Министерства культуры Израиля и при одобрении Министерства внутренних дел. Это, в общем, сложнейший бюрократический процесс, который для нас сопровождает большое количество юристов под управлением одного из главных иммиграционных юристов Израиля, который работает с нами, потому что он очень хочет нам помочь, потому что он верит в то, что мы делаем. И какое-то время назад мы подали, наконец-то мы получили аппрув от Министерства культуры, нам одобрили визы. И теперь мы ждем одобрения от МВД, и прямо сейчас мы сидим просто абсолютно на иголках, в ужасе, от того, какой ответ нам придет. Мы очень надеемся, так что так. Новости! Россия дежурит в Совете Безопасности ООН. Нормальный сюр? Нормальный. Россия обстреляла украинские города. Днепр, Умань.
Бывший президент России Медведев назвал ядерное оружие главной скрепой Российской Федерации, ребят. Театральная жизнь в Израиле, мне кажется, довольно сильно отличается от того, что происходит в России, потому что, несмотря на то, что здесь также есть репертуарные независимые театры, но так же, как и в любой стране, но здесь гораздо больше разных структур. Потому что в сущности практически любая структура российского театра предельно вертикализирована. Здесь же есть вертикальная система управления, и есть еще тысячи других. Например, театр Тмуна устроен по системе резидентства. Здесь абсолютная демократия. Здесь каждые несколько лет обязательно это устав театра, меняется арт-директор. И даже репертуарные театры здесь, мне кажется, существенно более горизонтальны, чем в России. Потому что репертуарный театр Гешер, такой главный театр в Израиле, все равно система менеджмента там, во всяком случае, когда мы сюда приехали, после того, как ушел создатель театра Евгений Арье, он умер в 2021 году, мы не успели с ним познакомиться. Вот на сегодняшний день система менеджмента там довольно горизонтальна, гораздо более, чем в большинстве российских театров. Мне кажется, что вот это основное отличие, и именно поэтому здесь мы чувствуем себя гораздо более на своем месте, чем в России. Я здесь от театра не ушла. Вообще. То есть вдруг мне встретилась Фулкра, и это прикол в том, что я бы с ними никогда в Москве не встретилась. Это, как бы невозможно. Здесь появились какие-то другие режиссеры, другие люди, другие возможности, которые бы там, с которыми я не пересеклась. Озвучание, какие-то съемки, понятно, там, Universal Pictures, какие-то интересные вещи, при том, что я не знаю, насколько я здесь останусь, куда я дальше поеду ли, или я вернусь. То есть у меня есть честная неопределенность внутри, но с точки зрения самореализации я точно поняла, что где бы ты ни был, ты будешь. Нельзя бояться, а если есть страх, то надо в него идти. И оно как бы, пространство вот так распаковывается, что оно дает тебе эти возможности. Рядом со мной шагает толстенный такой в живот. Я спрашиваю, работай хлеба? То же самое он орет. Все, что мы делаем на собственные средства. У нас пока не было ни одного донора, ни одного спонсора. И все, что мы делаем, в сущности, мы делаем как бы из того, что мы можем просто собрать у себя по карманам и потом вытащить это из продаж билетов. То есть это абсолютно независимая структура. Порой нам помогают институции, с которыми мы работаем. Это театр Гешер и театр Тмуна. Но это не какие-то прямые финансовые вложения. Они могут нам помочь с реквизитом, они могут нам помочь с организацией спектакля, с техникой, но это не прямые финансовые вложения. Все, что касается гонораров команды, мы всегда зарабатываем исключительно сами. Израиль небольшая страна по сравнению с Россией. Однако мне кажется, что здесь невероятно богатая культура. И то художественное разнообразие, которое я здесь встречаю, абсолютно сравнимо для меня и по моему личному ощущению с европейской театральной жизнью. Поэтому я не чувствую себя здесь нисколько обделенной, потому что, опять же, я вижу здесь и классический драматический театр, и суперсовременные вещи, и, черт возьми, здесь есть Батшева Dance Company, Ахат Наарин — величайший человек на свете, и мне кажется, одним репертуаром Батшевы может быть сыт любой человек, который сколько-то заинтересован в театре, профессионал или зритель. Когда мы приехали в Израиль, вот тогда началось вот это путешествие по театрам, по спектаклям, по кино, по музеям, по культурной тусовке в Израиле. И мне стало очень обидно, что до этого я не знал об этом. Об актерах, которые здесь выросли, которые здесь играют, о театре, который настолько свободный, резкий, современный.
И вот сейчас пытаюсь войти в тусовку. У меня есть, так как это все проекты, вот у меня с Фулкрой есть 2 проекта, намечается 3, у меня есть в Гешере 2 проекта, у меня есть там, одни съемки, у меня есть еще одно озвучание, у меня уже вышел один большой проект по дубляжу, тоже такого масштаба, которого у меня именно в озвучании не было. И вот у меня сейчас есть невероятная возможность, тоже, которой у меня в России не было, поработать с Римасом Туминасом, причем над Толстым, это Анна Каренина, но на иврите. Пока это есть только такая возможность, я учу это, как песни, потому что это все равно иной язык, как, безусловно, перевожу и так далее, но это невероятный экспириенс сделать классику, русскую классику на иврите с очень интересным режиссером. Это тоже такой внутренний level-up, потому что тебе кажется, что на русском, ну, я там играла Ирину, 3 сестры и так далее, Чехов, что ты как будто ты понимаешь, как это делать. А в другой культуре, на другом языке это другой, ну, как бы другая энергетичность, другой профессионализм должен сработать, чтобы это сделать на том же уровне, на котором делают люди, которые здесь живут всю жизнь. Но мне кажется, актерская профессия прекрасна тем, что важно, какой ты, ну, вот твоя индивидуальность. Конечно, язык важно, типаж важно, но вот я верю в то, что если ты как бы внутри очень определенная, интересная личность, то вообще не важно, на каком языке, где кто учился. Есть классные артисты, которые не учились нигде. И я в этом смысле не человек, который топит за школу 5 лет, там, умирай, учись, потому что кто-то умирает, учится 5 лет, отличник, ничего. Как бы у него не получается распаковаться. А кто-то распаковывается, просто он родился и распаковался. И вот он как бы не может без этой профессии или вот без этого проявления. Поэтому я думаю, что может и с русской школы, и без нее. Я думаю, что все друг с другом могут конкурировать везде. Быть, работать, творить, да. Я не почувствовала никакого разрыва или своей обделенности после Петербурга и Москвы. Скажем, напротив, я ежедневно смотрю и учусь у людей, которые живут и работают здесь. Они абсолютно невероятные и очень разные. Здесь очень разный театральный язык, вообще художественный язык, и это, мне кажется, очень круто. Сейчас в Израиле у нашей маленькой, но гордой театральной компании есть ряд спектаклей, часть из которых мы привезли из России. В каком-то виде, конечно, мы делали израильские версии, какие-то сделали уже здесь. Первый спектакль, который мы здесь выпустили, это был спектакль по пьесе Аси Волошиной «Гибнет хор». Это спектакль «Лаборатория», спектакль «Процесс». Мы не играли его в России. Это то, что мы придумали и сделали уже в Израиле. Затем в театре Тмуна мы выпустили кабаре «Ди Блюмен». В России оно называлось «Цветы». Собственно, «Ди Блюмен» по-немецки это и есть «Цветы». Мы сделали израильскую версию этого кабаре, которая идет, кажется, с каким-то довольно большим успехом. Затем мы выпустили спектакль в Гешере. Этот спектакль называется «Третье кабаре». Мы задумали его еще в России больше 2 лет назад. Затем мы сделали его эскиз, который мы представляли в декабре 2021 года. Мы, собственно, хотели его тоже делать с Российским еврейским конгрессом. Понятно, началась война, и мы уехали, не сделав этот спектакль. Это тот спектакль, который мы принесли Лене Крейндлиной в Гешер. Ей очень понравилась идея, и она, собственно говоря, предоставила нам площадку и дала возможность его выпустить в ангаре театра Гешер. Вот он идет с марта, это наша последняя премьера. А в июле у нас состоится премьера кабаре «Шутка». Это кабаре по песням ГУЛАГа, оно тоже будет идти в Тмуне.
Что будет дальше, посмотрим. Сейчас мы готовимся к участию в Jaffa Fest. Это такой ежегодный большой международный фестиваль театра Гешер. Там мы будем представлять эскиз одной из наших будущих работ, но пока я не имею права говорить, какой. Всегда очень тяжело говорить о планах, особенно когда ты начинаешь жизнь сначала, как, собственно, это произошло во многом с нашим театром здесь. Мы бы очень хотели начать сезон с того, чтобы один из наших спектаклей, скорее всего, это будет «Третье кабаре», начать играть целиком на иврите. Для нас это очень важная задача, потому что переходить на язык места, в котором ты живешь, это всегда непросто, но совершенно необходимо, как нам кажется. Для меня стресс, страх — это всегда точка развития. Ну, если ты в это идешь, и ты открываешь себя нового, и 10 раз повторю, что пространство тебе прям помогает. Просто надо в это идти. Я здесь поняла, что можно идти еще многими путями, и на самом деле не важно, где ты. Ну нет, это важно, безусловно, это важно. Но ты всегда должен оставаться с собой, со своими ценностями. И это везде получится, неважно, где ты. Страх, он иногда не то, что как бы накрывает, бывают какие-то моменты, когда ты чувствуешь себя очень, не то, что даже беспомощным, не знаю, как правильно это назвать, но вот тебя накрывает, ты смотришь на стенку и такой, это израильская стенка. Ничего себе, я в Израиле. И ты осознаешь себя очень четко в моменте жизни, что ты находишься здесь. Огромная часть твоей жизни осталась там, но каждый день, вставая утром, делая любой свой шаг, я понимаю, что это шаг по этой земле, в которую я выбрала уехать, и это дает какую-то большую силу. И если я уйду, то навсегда. Очень хочется в этот год стать зримыми для израильской аудитории. Не только русскоязычные, хотя к нам ходят местные на спектакли, но тем не менее стать зримыми для них очевидно. Мы очень хотим сделать спектакль про Хиросиму и Нагасаки, спектакль с рабочим названием «Свадьбы не будет». Это спектакль о выживших в ядерной катастрофе, о субкультуре хибакусяй. Это люди, которые фактически организовали одно из первых пацифистских движений в Японии. Это, собственно, люди, которые выжили в Хиросиме и Нагасаки. Они подвергались страшнейшему остракизму в своей стране, жили там только на определенных выделенных территориях, им было запрещено вступать в браки, ну и так далее, и так далее. То есть там было огромное количество сложностей, однако это такое огромное гуманистическое движение с очень богатой культурой. Мне бы хотелось, чтобы в театр приходили новые люди, новые художники, режиссеры, чтобы мы сочиняли какие-то новые вещи, чтобы мы вернулись к жанру сайт-специфик, который для нас невероятно важен, и мы, в общем, это есть в наших планах. Так что планы большие, сложно об этом говорить, потому что пока у нас есть договоренность, что мы живем как бы от месяца к месяцу. Вот на сегодняшний день у нас есть планы до конца июля, и это уже очень много для молодого театра. Что будет потом? Мы договорились, что мы доживем до конца июля, будет какая-то ясность после фестиваля в Гешере, и мы примем решение, каким образом строить свою репертуарную политику в новом сезоне. Есть какие-то как бы предощущения, но не более того. У меня нет четкого ощущения, кто такие израильские зрители. Я не знаю, мне кажется, что это как будто бы более свободные люди, они другие, они как будто, для меня во всяком случае, это люди с другой планеты, и между нами какая-то огромная дистанция, потому что мы говорим на разных языках, и я понимаю, что мне, как актрисе, приходится делать как бы там не 10 шагов условно, да, на пути к зрителю, а примерно 50. То есть, чтобы человек меня услышал, чтобы он меня понял, чтобы он почувствовал, то есть чтобы я могла к нему подключиться. И я знаю одно, что израильские люди
особенно дети, что это дико свободные люди. Вот. И как будто бы я к этому тоже еще больше подключаюсь и должна быть еще свободнее как актриса, как человек, чем вот я там, например, была раньше в прошлой жизни. Я здесь почти год. Осталось буквально несколько дней до года. В профессиональном плане я не жалуюсь, потому что у меня 3 спектакля в театре Гешер, 2 спектакля в театре Тмунас Фулкра, и готовятся еще проекты как в Гешере, так и в других театральных компаниях. Я не дождусь момента выйти на сцену на иврите, потому что я чувствую, что нужно, наконец, убирать этот языковой барьер, который стоит между мной и израильским зрителем, и, наконец-то, начать говорить на одном языке, чтобы меня понимали не посмотрел, прочел и понял, а понимали меня глаза в глаза. Вот. И сейчас я работаю над тем, чтобы наконец-то перейти этот барьер и начать играть на иврите и взаимодействовать и с израильским зрителем, и с израильскими актерами. Потому что они меня поражают просто. Они поражают меня своей свободой, которую я до переезда вживую видел очень редко, потому что в основном русская театральная школа, она построена на несвободе. В 8 утра обязательно ты должен быть у станка, у тебя 3 часа балета, потом 2 часа фехтования, потом ты бежишь на гуманитарные предметы, а потом вот у тебя 8-9 часов театрального мастерства, и все очень жестко, как будто бы тебе выстраивают какие-то рамки, что ты можешь делать так, а не так. И поэтому, когда ты выходишь на сцену, ты чувствуешь некую скованность в том плане, что ты можешь что-то сделать неправильно. И есть определенный страх ошибки. И я очень редко сталкивался с моментом риска, пока жил в России, ходил на русские спектакли. А здесь я сталкиваюсь с риском почти каждый спектакль, который я смотрю. Я сижу когда за кулисами и из-за кулис смотрю спектакль. Я просто смотрю как кино и пытаюсь понять, как ты это делаешь. Мне очень хочется почувствовать и внутри такую же свободу и телесную, и эмоциональную, которой обладают израильские актеры. И я понимаю то, что свобода — это то, чему нужно учиться. Есть одна абсолютно воодушевляющая вещь в этой стране. Это невероятные силы гражданское общество. Как бы оказаться внутри него для человека из России — это какой-то невероятный опыт. Каждый раз, наблюдая за тем, как люди борются за собственные права, борются за свою страну,
это ужасно вдохновляет и абсолютно не дает опускать руки. В этом очень много силы. Вообще здесь огромное количество человеческой силы, очень большой человеческий потенциал. И, собственно, мне кажется, что этот потенциал сформирован именно гражданским обществом, которое, конечно, еще развивается, которому надо еще идти вперед. Безусловно, нет предела совершенству, но это, наверное, как бы сильнейшее впечатление, которое я отживаю весь этот год. Уже очень долго идут протесты. И когда мы впервые были на протесте, ты приходишь, и ты сразу оглядываешься, где ОМОН. И ты не можешь поверить, то, что сейчас полиция не дубасит всех, а нет, вы немножко отбились, все идут вон там. И туалеты поставили для протестующих. И ты смотришь, как? А все время у тебя внутри тикает, как будильник, как часовая бомба, что сейчас рванет. И ты просто не можешь расслабиться. Расслабиться и сказать, что тебя не устраивает. От этих лютых побоищ и от напасти ночной они хотели укрыться в стране, где мир и покой. Но убийца не может продавать грамм-пластинки. Как и человек, продающий грамм-пластинки, не может быть убийцей. Вот и все, очень просто. Мне, безусловно, очень часто задают вопрос по поводу того, а как же вот Израиль, страна, которая постоянно находится в состоянии войны. Я глубокий пацифист, я не поддерживаю никакую военную политику. Мне кажется, это неверным и неправильным. Мне кажется, что это, собственно, один из предметов нашего исследования в спектакле «Третьего кабаре», насколько уровень страдания в результате пропорционален уровню человеческой агрессии, которая, конечно, присуща Израилю, особенно на заре становления государства. Однако Голда Меир в одном из своих интервью сказала одну вещь, за которой я как бы очень хорошо, я за это очень держусь, что почему евреи единственный народ, который не имеет права на самоопределение. И я понимаю, что очень многие вещи делались во имя этого права на самоопределение. Другое дело, что по моим, опять же, глубоким убеждениям, сегодня необходимо строить страну, в которой смогут уживаться и евреи, и арабы, потому что я действительно, может быть, это неверно с точки зрения, рассуждать об этом с точки зрения человека, который только приехал, но я убеждена, что должна быть абсолютно точно взаимная интеграция. Многие политики пытаются этим заниматься. Это не быстрый процесс, должно пройти много поколений. Но сегодня, мне кажется, тот самый период, когда необходимо этим заниматься, потому что этим фактически не занимались на заре государства. Понятно, плохо, но мне кажется, что мы можем жить в мире. Это идиллическая, наивная история, но я уверена, что Израиль как общество, в первую очередь не как страна, государство, государственная машина, а Израиль как общество способен решить этот вопрос. И я очень внимательно пытаюсь наблюдать за тем, как его решают. Я очень хочу, чтобы его решали. Сегодняшняя политическая ситуация невероятно сложна и как будто бы уводит нас от этого решения, но я уверена, что это временно. Вот это то, про что, в чем я уверена, поэтому много недель протестов, поэтому. Но наши внуки здесь будут жить, конечно, в гораздо более совершенном обществе, чем жили люди, которые строили страну в 1948-м, и в котором живем мы сегодня. Вот в этом я убеждена, что у Израиля есть будущее.
Родина — это дом. Дом — это место, где ты чувствуешь себя своим, нужным и в безопасности. Я обрела родину здесь. Я думаю, что оторваться от корней это решение каждого человека. И для меня корни мои были важны. Не потому, что я хочу за ними идти, а потому что некая обусловленность этими корнями, я могу с ней согласиться или нет, но я должна знать. И вот это очень важно. Поэтому плохо или хорошо, не знаю. Мне кажется, для каждого человека по-своему. Для меня было важно знать для того, чтобы как-то работать с этой информацией. Гляжу, идут их много, в третье царство зовет Орда. Увязался я вместе с ними. Иду, не знаю куда. Когда же все поймут? Я чувствую себя в Израиле невероятно полезной, нужной, а еще я чувствую, что мне здесь рады. В России мне не были рады никогда. Почему? Мне кажется, что степень свободы, в которой я росла и в которой меня воспитывали, не соответствует социальным установкам, которые существуют в России, в которой я была взрослым человеком. Поэтому это не вязалось абсолютно ни с чем, что принято. Ну и, собственно, поэтому я не чувствовала себя ни нужной, ни своей. Все всегда было вопреки, всегда было вопреки. Когда я оказалась в Израиле, я вдруг почувствовала, что оказывается, бывает иначе, и для меня это был абсолютный шок. То есть я не верила, искала подвох, потом оказалось, что его нет. И это очень, очень круто. Полное разоружение. Абсолютно полное разоружение всего мира. Вот это, мне кажется, то, что рано или поздно будет необходимо сделать для того, чтобы люди строили общество, а не разрушали его.